Друзья, привет! Ну что, как я обещал, сейчас я расскажу о том, какое питание и какие макро- и микронутриенты в каком количестве у меня поступают в мой организм. Да, прежде всего, естественно, нужно купить продуктов. Для этого мы пойдем в магазин. В целом для людей, которые занимаются спортом и хотят изменить свое питание, как-то его улучшить. Основная проблема заключается в том, что как считать калории. Базальный объем, удельный объем энергии, формула Харриса Бенедикта, Мифильна Сен-Жура, формула Бройля, индекс Соловьева, кетчуп. Просто голова кругом идет. Тем более посчитать все вот это крайне сложно. Конечно, здесь нужно в первую очередь смотреть ваши внешние данные. Физический рост, вес, телосложение, образ жизни, как отдыхаете, спите, едите. От этого, конечно, нужно отталкиваться и прислушиваться к своему организму. На своем примере я уже вывел для себя определенную формулу и считаю, что она подходит для большинства. Есть такое основное понятие, как базальный метаболизм, то есть основной метаболизм. Это потребление калорий организмом в состоянии покоя. Основная идея в том, что на килограмм веса человека в час потребляется 1 килокалория. Для меня все просто. В данный момент у меня был вес 72 килограмма, соответственно, я умножаю это на 1 калорию, умножаю на 24 часа, и мы получаем вот этот результат. Это то количество калорий, которые я потреблял. Я от этого отталкивался в течение 27 видео. В течение 27 месяцев, о котором я говорил в прошлом видео. На данный момент я буду использовать ту же самую формулу для расчета. Из нее мы выведем, что белок 1,5 грамма на килограмм веса, постного веса. То есть постный вес мы как можем вычислить? Либо калипер использовать, либо линейку. Сделать защипы в определенных местах тела. Тем самым мы узнаем средний процент жира. Конечно, он будет немножко с погрешностью, но тем не менее будет определенное представление о том, какое содержание жира в организме уже есть. Соответственно, я хочу набрать 10 килограмм, чтобы мой вес стал 82 килограмма. Убираем примерно 10% жировой ткани, у нас остается 73,8. Умножаем на 1,5 грамма белка, получаем этот результат. Для нормальной работы организма необходимо примерно около 1 грамма белка на килограмм веса. Жиры то же самое. Эти параметры я оставлял неизменными. При наборе мышечной массы я белок повышу до 1,5 грамм. Жир оставлю на том же самом уровне. Я считаю, что это отличная цифра, потому что мы практически увеличили на 50%. Основные источники белка – это индейка, курица, яйца, креветки и рыба. Основные источники углеводов – крупа булгур. Готовить ее очень легко, мне нравится. Самый быстрый способ, по-моему, из всех круп, которые я готовил. И причем она реально вкусная. Отсчет пошел. Рис, овсянка, спагетти, белая булка и хлеб, зерновой либо ржаной. Не менее полукилограмма фруктов, не менее полукилограмма овощей. Овощи надо чистить, и тот вес, который вы очищаете, его тоже считайте. Потому что, к примеру, вес очистков может быть достаточно велик. То же самое касается фруктов, особенно бананы и апельсины, где вы счищаете половину веса. Учитывайте этот момент. Что касаемо фруктов и овощей, в приоритете, конечно, это брокколи и морковь. Они содержат огромное количество витаминов, минералов, клетчатки. Из фруктов я предпочитаю это банан, апельсин, яблоко, сливы, мандарины, виноград, киви, авокадо, груша, гранат, хурма. Особое внимание уделите ягодам. В ягодах у нас содержится огромнейшее количество антиоксидантов, которые блокируют рост свободных радикалов, которые, соответственно, влияют на наше долголетие. Поэтому налегайте на ягоды. Вообще все достаточно просто. Максимум несколько раз посчитать себе необходимые калории, взвесить их на весах, как это выглядит визуально, чтобы понять, какое количество необходимо делать. И все, процесс пошел. Так что не думайте, что это нереально сложно. Ну что, на этом, ребят, все. Поговорили о моем питании на этот 3-недельный цикл, поэтому в следующем видео расскажу о своем тренировочном цикле. Подписывайтесь на меня и увидимся в новом видео. Пока, ребят.